То, что вы сейчас увидите, выглядит как обычная железная свая, 7 метров высотой, 6 тонн весом. Стоит во дворе разрушенной мечети 13 века в Южном Дели. Ничего особенного, кроме одной детали. Этой свае 1600 лет. И все это время она стоит под открытым небом, без крыши, без навеса, без какой-либо защиты. На ней почти ни одной капли ржавчины. Возьмите обычный гвоздь, бросьте его в сад на неделю. Он будет рыжий, это знает каждый. А этот 6-тонный столб стоит черный, как будто его выковали вчера. В сети про эту колонну любят писать с пометками «Технология инопланетян», «Доказательства Атлантиды», «Секретная цивилизация». Это все чушь. Реальность здесь намного интереснее любой конспирологии, и технически намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Полного объяснения, как это работает, у науки очень долго не было. Гипотезы были разные, но картина целиком собралась только в начале 2000-х. И когда она собралась, стало понятно одно – это лишь половина истории. Вторую половину в популярных пересказах обычно тихо обходят. О ней мы сегодня и поговорим. А именно, о технологии, которую современная наука смогла нормально описать только в начале 2000-х. О железе, которое 1500 лет простояло под дождем и почти не ржавеет. И о вещи, которую обычно упоминают одной строкой. Делийская колонна не единственная. В Индии остались следы целой металлургической школы, которая исчезла много веков назад. Мы понимаем, как работает это железо, но все вокруг нас до сих пор строят из металла, который проживет десятки раз меньше. Подойдем ближе. Колонна стоит во дворе комплекса Кутб-Минар в южной части Дели. Каждый день мимо нее проходят сотни туристов, и большинство фотографируют громадный минарет высотой 72 метра. Колонну часто пропускают. И зря. Минарет – это просто очень высокая башня 13 века. А колонна – это объект, у которого нет прямых аналогов в мире. Высота чуть больше 7 метров, почти как двухэтажный дом. Темный, слегка потемневший металл. Гладкая поверхность с легкими следами полировки. Ее веками обнимали тысячи рук. Существовало местное поверье. Если встать к колонне спиной, обхватить ее руками и сомкнуть пальцы, твое желание сбудется. Долгое время паломники и туристы так и делали. В 2001 году вокруг колонны поставили чугунную ограду. Официальная формулировка – защита памятника. Истинная причина в другом. Защитный слой на поверхности колонны буквально несколько микрон толщиной. Тепло человеческих ладоней и постоянное трение могут его повреждать, а с обычным камнем такого не бывает. С этой колонной бывает. Чтобы вы понимали масштаб странности, артефакт настолько хрупок в своей уникальности, что физический контакт с туристом представляет угрозу. И это в случае с железной 6-тонной конструкцией. Не с фарфоровой вазой, не с папирусным свитком, с железом. И еще одна деталь, которая бросается в глаза. Глубокая вмятина в средней части. Это след от мощного удара. По одной версии, в 16 веке по ней попали пушечным ядром, мусульманский султан пытался разрушить языческий памятник, оставшийся в его столице. По другой, это случилось в 19 веке при попытке британских колонизаторов отколоть кусок металла для исследования. Точно никто не знает. Но факт остается. Эту колонну пытались уничтожить. У них не получилось. Стоит она ровно, без видимых разрушений. И из всех туристических объектов комплекса она единственная, к которой невозможно подойти близко. Историю изучения колонны можно начать с 1809 года. Британский инженер, оказавшийся в Дели, увидел эту 6-тонную железную аномалию и сделал то, что сделал бы любой инженер на его месте. Соскреб образец и отправил в Лондон, в металлургическую лабораторию. Анализ привел всех в замешательство. Железо оказалось аномально чистым по тогдашним меркам, чище, чем то, что выходило с лучших британских заводов. Но в нем была одна странная примесь – фосфор. И не следами, а в значительной концентрации. По разным образцам, от 0,1% до почти процента. Чтобы вы понимали масштаб, в современном промышленном железе фосфора обычно меньше 0,05%. В современной металлургии такой уровень фосфора – это почти дисквалификация. Железо становится более хрупким, плохо ведет себя при некоторых видах нагрузки. Британцы сначала решили, что это ошибка анализа. Сделали повторно. Тот же результат. Тогда записали в журнале формулировку
либо случайный сплав, либо феномен климата. И вот этот феномен климата застрял в литературе надолго. Любой, кто бывал в Дели, скажет, климат там не сухой. Каждое лето муссонные ливни, каждая весна соляная пыль с пустыни Тар. Это не Атакама. Это место, где обычное железо ржавеет за месяцы. Гипотезы были разные. Одни исследователи говорили про защитную пленку, другие про особый состав, третий про фосфор. Но все это разрозненные кусочки. Картина целиком собралась только в начале 2000-х. В 2002 году группа исследователей из Индийского технологического института в Канпуре опубликовала статью в журнале Corrosion Science. Большинство людей о ней не слышали. Возможно, не услышат никогда. Содержание статьи в нескольких фразах. На поверхности колонны постепенно нарастает пленка особого состава. В науке ее называют мезовит, гидратированный фосфат железа. Эта пленка работает как невидимая броня. Толщиной всего несколько микрон, обновляется естественным образом при контакте с воздухом и защищает железо от коррозии лучше любой современной краски. А ключевой фактор, от которого зависит образование этой пленки, тот самый аномально высокий фосфор. Тот, который британцы в 1809 году посчитали ошибкой анализа. А есть еще один момент, который в популярных пересказах обычно опускают. Колонна не вся защищена. Ее надземная часть, да, не ржавеет. А подземная, та, что закопана в фундамент, местами все-таки дает коррозию. Современные исследования показали, внизу, где постоянная влажность и где формирование фосфатной пленки идет иначе, металл частично разрушается. Получается странный объект. Верх почти вечный, низ обычное железо. И граница ровно по уровню земли. Будто древние мастера знали, что пленка работает только на воздухе, и заранее заложили это в конструкцию. Получается следующее. Индийские ремесленники IV века нашей эры подобрали состав железа, при котором металл сам создает себе защитный слой. Без покрытия, без краски, без специальной обработки. Подобрали без атомной модели, без таблицы Менделеева, без рентгеновского спектроанализа, эмпирически, поколениями. И, как мы увидим ниже, не на одной только этой колонии. Во многих популярных пересказах на этом месте история заканчивается. Особый состав железа, защитная пленка, вопрос закрыт. Но если посмотреть на это объяснение под другим углом, выясняется одна интересная деталь. Современной науке потребовалось 16 веков и аналитическая химия 20 века, чтобы это просто описать. А кто-то в IV веке нашей эры это уже умел делать. И судя по стабильности результата, делали это явно не случайно, потому что фосфорное железо такого качества не случайный продукт. Это результат сознательного выбора руды, температуры плавки, техники проковки. То есть это технология с большой буквы. И технология эта нигде не записана. Ни в одном дошедшем до нас санскритском трактате нет описания процесса. Что подводит нас ко второму вопросу. Представьте на секунду чисто инженерную сторону задачи. У вас 6 тонн железа, точнее десятки тонн железной руды, сотни тонн древесного угля и постоянная температура выше 1200 градусов на протяжении многих часов. Это не один кузнец у наковальни, это промышленная операция. В нее вовлечены десятки печей, сотни рабочих, тысячи кубометров древесины. По расчетам современных металлургов, на изготовление только одной такой колонны мог уйти годовой запас угля с лесного массива в несколько десятков гектаров. Это не постучали молотком. Это инфраструктурный проект уровня небольшой плотины. Чтобы вы понимали, насколько это нестандартная задача для IV века, короткий контекст. В то же самое время в Римской империи металлургия работала сыродутным способом, и максимальный размер цельной железной детали редко превышал 100 килограммов. То есть в 60 раз меньше. В Китае в эпоху династии Хань уже умели лить чугун, но это другая технология. Литое железо, более хрупкое, не подходящее для конструкций под открытым небом. Прямых аналогов именно такой кованой железной колонне этого периода практически неизвестно. Это технологический пик, к которому остальной мир подойдет только через 1000 с лишним лет. Дальше самое сложное. 6 тонн раскаленного железа нужно соединить в один монолит. На современном заводе это делается на гидравлическом прессе под давлением в несколько тысяч тонн. Без пресса задача почти невыполнима.
Без пресса нужны десятки кузнецов с молотами, синхронная работа и многократный нагрев слоев в течение многих суток подряд. И здесь начинается часть, о которой обычно молчат. До сих пор никто не нашел мастерскую, где могли изготовить эту колонну. Археологи копают индийские металлургические центры эпохи империи гуптов уже больше века. Находят шлак, остатки печей, инструменты, мелкие изделия. Не находят следов производства такого масштаба. Это не значит, что мастерской не было. Это значит, что мы ее не нашли. И скорее всего не найдем, потому что ее, по всей вероятности, разрушили в эпоху мусульманских нашествий XI-XII веков. Либо она находится под современной городской застройкой и просто недоступна для раскопа. Есть две основные гипотезы по технике. По одной, колонну сварили в горячую из крупных болванок весом по тонне каждая. Современные металлографические исследования действительно находят в ее структуре слабые горизонтальные линии, которые могут быть следами таких сварок. Метод известен, называется кузнечная сварка. Применялся в древнем мире. Но и здесь возникает вопрос. Тонных болванок в индийской археологии того периода тоже не находят. По другой гипотезе, колонну изготовили в одной центральной мастерской по технологии, которая была локальной, уникальной и которой владел очень узкий круг мастеров. Знание было устным, передавалось из поколения в поколение в семьях кузнецов. Письменно не фиксировалось, возможно, специально. И когда последний мастер этой школы умер, технология ушла с ним. И вот здесь надо остановиться и понять одну вещь. То, о чем мы сейчас говорим, это не небольшое локальное чудо. Это след инженерной школы, которая существовала, имела свою технологию, имела свою экономику и исчезла бесследно. Теперь самое интересное. На делийской колонне есть надпись, на санскрите письмом Брахми. Текст говорит о царе по имени Чандра. Большинство исследователей считают, что это Чандрагупта II, правитель династии империя гуптов, правивший примерно с 375 по 415 годы нашей эры. Эпоха Чандрагупты – это золотой век Древней Индии, культурный, технологический, литературный пик цивилизации. Этому соответствует и качество колонны. В надписи указано место первой установки. И это место не Дели. Это, по всей видимости, район Удаягири в нынешнем штате Мадхья-Прадеш. 1000 километров на юг от современного Дели. В XI веке при царе Ананпалтамар колонну перевезли в Дели и установили во дворе индуистского храма. Чуть позже на месте этого храма построили мечеть Кувват-уль-Ислам. Колонна осталась стоять там же, ее просто включили в новый ансамбль. Но как именно ее перевезли, на повозках, на бревнах, силами скольких людей, по каким дорогам, этот эпизод в индийской исторической литературе занимает буквально одну строчку – 6 тонн, 1000 километров, по дорогам XI века. Деталей не записали. А может, записали, и они потерялись. И теперь главное. Делийская колонна не уникальный объект. В Индии есть еще похожие, и о них почти никто не знает. Первая – железная колонна Дхара, штат Мадхья-Прадеш. Сейчас она лежит. Ее сломали в XVI веке во время войны, но до этого она стояла. Высотой около 13 метров. Это почти в 2 раза выше делийской. По общему весу фрагментов около 7 тонн железа. По составу практически идентично делийской. Те же аномальные показатели фосфора. Та же стойкость к ржавчине у обломков, которые лежат на открытом воздухе уже несколько столетий. Вторая – железная колонна в храмовом комплексе Мукамбика в Карнатака. Меньше делийской по размеру, но из того же типа железа. И есть основания думать, что подобных конструкций в Индии было больше. В средневековых хрониках мусульманских завоевателей упоминаются индуистские святилища, где стояли железные столбы, которые позже разбили или переплавили на оружие. Сколько их было, точно неизвестно. Из крупных, чудом дошедших до нас, мы знаем 3. И это, скорее всего, не гении-одиночки, а остатки целой металлургической школы, которая существовала на протяжении нескольких столетий. И вот тут есть один отдельный момент, о котором стоит сказать. Индийская научная и техническая литература древности – это огромный пласт текстов. Трактаты по математике, астрономии, медицине, металлургии. Часть из них дошла до нас, часть была уничтожена.
Когда в XII веке войска мусульманских завоевателей разрушили буддийский университет Наланда, по описаниям современников, библиотека этого университета горела несколько месяцев. В ней находились десятки тысяч рукописей, и среди них, по всей вероятности, были и технические тексты, описывающие в том числе металлургические рецепты. Какие именно технические тексты были утрачены, сегодня определить уже невозможно, но факт остается. После этого периода новых колонн такого качества в Индии уже не появляется, и ни одного письменного описания технологий, которое дошло бы до нас. Следующий очевидный вопрос. Если современная наука все-таки расшифровала состав, почему мы не делаем такие же колонны сейчас? Современная промышленность теоретически знает, как изготовить железо с высоким содержанием фосфора, не подверженное коррозии. Технология описана в научной литературе. Параметры известны, состав опубликован, воспроизведение возможно. И тем не менее, наружные металлические конструкции по всему миру продолжают делать из обычной стали, той, которую нужно постоянно подкрашивать. Мосты гниют, опоры ржавеют. Памятники в парках через 20 лет покрываются грязно-рыжими подтеками от текущей с них ржавой воды. Почему? Ответ простой. Современная промышленность оптимизирует совсем другие параметры. Прочность на изгиб, массовость производства, цену тонны, ремонтопригодность, технологичность сварки. По всем этим параметрам высокофосфорное железо проигрывает обычной стали, иногда заметно. Обычную сталь дешевле произвести, проще обрабатывать. У нее лучше прочностные характеристики, ее проще ремонтировать, а коррозию решают другим способом – современными покрытиями, оцинковкой, нержавеющими сплавами, эффективными и предсказуемыми. С точки зрения автомобильной промышленности или строительства зданий, это разумная инженерная логика. С точки зрения вещи, которая должна стоять во дворе 1000 лет без обслуживания, это просто другая цель. Гуптовский мастер IV века оптимизировал именно срок жизни конструкции – на века, на тысячелетия. Современный завод оптимизирует совсем другие вещи. Это не секретная технология, это другая инженерная задача. Возможно, это и есть главный урок Делийской колонны. Не в том, что они знали то, чего мы не знаем, а в том, что они выбирали то, что мы выбирать перестали. Делийская колонна не единственный объект, который существует, который можно потрогать, и который при этом не до конца вписывается в современное представление о возможностях древних. Древнеримский бетон с морской водой простоял 2000 лет, и его химию мы начали разбирать только в последние десятилетия. Дамасская сталь – рецепт утрачен, лучшие современные реплики приблизительны. Перуанская кладка многотонных гранитных блоков без раствора и без видимого инструмента. В каждом случае не магия, не пришельцы. Реальные физические объекты. Реальные технологические решения, доведенные до уровня, который мы можем описать, но не всегда можем повторить именно так. Прогресс – не прямая линия. Это цепочка локальных пиков, между которыми бывают долгие провалы. Что-то изобретают, доводят до совершенства, теряют. Потом спустя века заново изобретают. Иногда не успевают. Но среди этого ряда Делийская колонна особенная. Большинство потерянных технологий древности – это рецепты, которые мы можем приблизительно восстановить в лаборатории, если поставим себе такую задачу. Делийская колонна – это объект, который продолжает стоять под открытым небом 16 веков. И этим все доказывает сам по себе. 6 тонн железа, произведенные в эпоху, у которой не было ни таблицы Менделеева, ни рентгеновских спектрометров, ни промышленных прессов. Изготовленные где-то, мы не знаем точно где. Точный способ перевозки не описан ни в одном дошедшем до нас источнике. Поставленные перед храмом Вишну, мы не знаем точно зачем, включенные позже в комплекс мусульманской мечети, которую построили на этом месте завоеватели XI века, и стоящие до сих пор наперекор всему, что мы привыкли думать о металле и времени. Современная наука дала имя защитному соединению на ее поверхности. Назвала, описала, опубликовала. Воспроизвести в лаборатории возможно в промышленном масштабе для тех целей, ради которых это делалось 1600 лет назад, никто не делает. Не запрещено, не скрыто. Просто никто не ставит такую задачу. Мы знаем, что они делали, и до конца не знаем как. И почти точно сами этого больше не делаем. Когда стоишь рядом с этой колонной,
а к ней сейчас не подойти ближе, чем на 1,5–2 метра, потому что ее защитный слой настолько хрупок, что его повреждают человеческие ладони. Важно помнить именно это. Перед тобой не древний монумент. Перед тобой последний свидетель металлургической школы, которая существовала, имела свои технологии, имела свои секреты и которая исчезла. Никто рядом с ней не помнит, как ее сделали. Учители умерли, школа угасла. А колонна стоит и по подсчетам современных металлургов простоит еще 2, 3, может быть 5000 лет. Просто потому, что ее сделали правильно. Один раз. Очень давно. Если задуматься, Делийская колонна вообще не должна была дожить до нашего времени в таком состоянии. Но она стоит. Уже 16 веков. И, возможно, самое странное в этой истории не сама колонна, а то, что когда-то такие вещи умели делать регулярно. Подпишитесь на канал. Здесь реальные артефакты, странные инженерные истории и забытые технологические пики прошлого.